Ну шо, мля, отчихался, мля. Ну все, мля, тебе серьезные терки с паханом будут. Так что, пошел. Ну шо, чистый? Хе-хе-хе. Хотел сбежать от нас? Нет, ёпта. Теперь ты от нас не отвяжешься. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ты чё, сука, не врубаешься? Ты сегодня утром пробрался на нашу базу и завалил несколько наших пацанов. Ты хоть понимаешь, бля, что ты наделал, сучонок? А с чего вы взяли, что это я? И тем более я не чистонебовец. Я обыкновенно стал... Так, бля, пацаны, завалите этого козла в параше, чтоб я его не зырил. Постойте, я вам все расскажу. Все тайники вам выдам, только прошу вас, не убивайте меня. Завали немедленно, еба. Стоять, бля. Ну шо, выкладывай. В темной лощине я запрятал один очень ценный артефакт с хорошей пушкой. Он лежит возле заправки на дереве. Я вам клянусь, зуб даю. Только прошу вас, пацаны, отпустите меня. Ну чё? Лады. Так, можешь валить отсюда. Но если ты нас наебал, тебе звездец. Понял меня? Понял. Пацаны, проводите его до выхода. Пошел на. Значит так, мля. Твоя ж матьё там. Еще раз тут появишься, я тебя разорву нах. Сучара. Твою мать. Так, пора валить отсюда. Спустя 5 часов я вернулся на кордон. Но после стычки с бандитами не хотелось выпить водки. Ну, Сидорович, больше никогда не пойду на болото. Пропусти меня, я к Сидору. Прозрачный? Вернулся. Я думал, ты на болотах уже в первую аномалию попал. Все шутки шутишь, старый хрыч. Ты вообще нахрена меня туда послал? Ну, посмотрел я там. Короче, там оказываются бандиты. Ну и... в итоге меня ограбили. А потом меня нашел и приютил местный лидер чистого неба Жернов. Ну, я решил им помочь припасами, поскольку их бандиты выгнали с той базы. Но, к сожалению, я не успел, поскольку чертовы бандиты напали на насосную станцию, а некоторые бандиты меня оглушили и доставили на свою базу. Подумали, что я чистонебовец. Ну, я им лапшу на уши развесил, и они меня отпустили. Удивительно. В общем, на болото я не ногой. Да, ну ты даешь. Ветеран, ограбили тебя как новичка. Да. Ну теперь понятно, почему нет связи на болотах. А вот чистонебовцев, конечно, жаль. Ну, один из чистонебовцев пытался настроить связь, но, к сожалению, наверное, ее не будет. Ты слышала на новость? Какую новость? На болотах меня ограбили. Быда уперли. Собаки. Я ничего не знаю. А что за новость-то? Ну, в общем, на сталкеров началась массовая охота. Не понял. Ну, сталкеров, короче, стали заказывать. Ну, ни хрена себе. Ну-ка, давай рассказывай, как это все произошло. В общем, когда ты ушел на болото, несколько новичков не вернулись в деревню. Мы с Волком думали, как обычно. Либо мутант сожрал, либо аномалия. Но нет, их нашли с пулей в башке.
Мы поначалу думали, что это бандиты либо военные, но оказалось еще хуже. Это были наемники. Потом ко мне подошли еще одни новички. Ну, я им дал задание найти артефакт, но чуть сами они не стали жертвами этих киллеров. Далее я решил их отправить найти курьера, который должен был принести инфу из темной лощины. Но он оказался тоже убит. Потом я вместе с Шило отправил их на завод Росток, чтобы предупредить долговцев, что началась охота на сталкеров. Ну а дальше... Да, дела. Все оказывается еще хуже, чем на болотах. Ну а что дальше-то было? После того, как ушли Леша и Эхо, ну это те новички, которых я на завод Росток послал, военные полностью перекрыли кордон. Даже старый подземный переход закрыли, поскольку эти киллеры, оказывается, еще и на военных напали. Это какой-то звездец. А вдруг они на меня охоту объявили? Как я теперь торговать буду? Да успокойся ты, переживешь еще. Ну а вот насчет этого, конечно, да. Нужно выяснить, кто заказчик. Вот и я о том же. Сидорович, прозрачный! Что случилось? Сюда идет целый военный патруль! На деревню! Что? Какого хрена? У нас же нейтралитет. Нахрена им сюда идти? Ничего, выясним. Да. Но на всякий случай задраю люки. Шуруп! А ну сюда! Откуда они идут? С военного блокпоста. Откуда еще? Твою мать!